Урок 1. Есть ли советы, как сохранить мотивацию к упражнениям? Есть ли у вас какие-либо советы, как сохранить мотивацию к упражнениям? Абсолютно. Один совет – найдите занятие, которое вам нравится. В этом есть смысл. Когда весело, легче сохранять мотивацию. Еще один совет – ставьте реалистичные цели и отслеживайте свой прогресс. Итак, празднуйте небольшие достижения на этом пути. Именно так. Это сохраняет мотивацию и набирает обороты. Как насчет того, чтобы постоянно заниматься спортом? Составление распорядка дня и планирование тренировок могут помочь. Понимаю. Сделайте физические упражнения регулярной частью своего дня. А поиск напарника по упражнениям может повлечь за собой ответственность. Нравится иметь партнера по тренировкам, который поможет друг другу не сбиться с пути. Да, это добавляет социальный аспект и делает его более приятным. Какими еще советами вы можете поделиться? Смешивая тренировки и пробуя новые занятия, вы будете интересны. Разнообразие сохраняет свежесть и предотвращает скуку, верно? Абсолютно. И не забывайте прислушиваться к своему телу и при необходимости отдыхать. Отдых и восстановление важны для поддержания мотивации в долгосрочной перспективе. Верно, Джон. Забота о себе – это ключ к успеху. Спасибо за советы, Анна. Я уже чувствую мотивацию. Добро пожаловать, Джон. Давайте сохраним мотивацию и продолжим двигаться вперед. За здоровый и активный образ жизни. Урок 2. Давайте позаботимся о том, чтобы у нас было достаточно фруктов и овощей. Давайте позаботимся о том, чтобы у нас было достаточно фруктов и овощей. Абсолютно. Они необходимы для здорового питания. Я добавлю яблоки, апельсины и бананы в список покупок. Не забудьте взять с собой листовую зелень, например, шпинат и капусту. Отличная идея. Нам также следует купить разноцветные овощи, такие как сладкий перец и морковь. И не забудьте про ягоды. Они богаты антиоксидантами. Черника и клубника уже не за горами. Давайте постараемся, чтобы на наших тарелках была радуга фруктов и овощей. Разнообразие является ключом к получению целого ряда питательных веществ. И это делает наши блюда более ароматными и привлекательными. Обязательно запасуюсь свежими продуктами. Для удобства мы также можем рассмотреть замороженные варианты. Это правда. Замороженные фрукты и овощи по-прежнему питательны. Давайте возьмем на себя план здорового питания с большим количеством растительных продуктов. Конечно, Анна. За яркую и питательную диету. Ура, Джон! Давайте напитаем наше тело природными благами. Урок 3. Хочешь пойти за покупками? Хочешь пойти за покупками еще одежды? Конечно, мы можем заглянуть в разные магазины и найти более удобную одежду. Похоже на план. Давайте отправимся в путешествие по магазинам. Я очень рада. Возможно, мы тоже найдем для себя отличные предложения. И кто знает, возможно, мы найдем уникальные произведения. Это самое интересное в шопинге – неожиданные сокровища. Давайте сделаем ставку на комфорт и стиль. Безусловно, ни по одному из них нет никаких компромиссов. А потом, возможно, мы сможем побаловать себя вкусной едой. Похоже, это идеальный способ закончить шопинг. Пойдем, Анна. Пора найти удобные и стильные наряды.
Я прямо за тобой, Джон. Давайте разберемся с этой удобной одеждой. Отправляемся в путешествие по магазинам. Урок 4. Интересно видеть разные способы мышления. Анна, интересно видеть разные способы мышления. Мы учимся и развиваемся, опираясь на разные точки зрения. Это бросает вызов нашим собственным убеждениям и расширяет наши горизонты. Абсолютно. Это расширяет наше понимание мира. Это все равно, что собрать пазл из уникальных кусочков. Каждая перспектива добавляет в пазл новую часть. И чем больше у нас кусочков, тем четче становится картина. Это поощряет сочувствие и понимание. Мы понимаем, что есть несколько способов взглянуть на вещи. И это помогает нам оценить красоту разнообразия. Это постоянное напоминание о том, как многому мы можем научиться друг у друга. Вот почему так важно учитывать разные точки зрения. Мы всегда должны стремиться быть открытыми для новых идей. Конечно, Джон. Давайте продолжим использовать богатство различных точек зрения. Учимся, развиваемся и осваиваем новые точки зрения. Урок 5. Какие-нибудь советы по эффективному налаживанию связей? Сохраняйте спокойствие и найдите общий язык. Какие-нибудь советы по эффективному налаживанию связей? Абсолютно. Один совет — искренне интересоваться другими. Итак, активно слушаете и задаете вопросы. Да, это показывает, что вы цените их точку зрения. В этом есть смысл. Налаживание настоящих связей. Еще один совет — будьте уверены в себе и доступны. Итак, сохранять позитивное и дружелюбное поведение. Именно так. Это помогает создать уютную атмосферу. Как насчет того, чтобы произвести незабываемое впечатление? Будьте искренними и продемонстрируйте свои уникальные качества. Итак, подчеркивайте свои сильные стороны и увлечения. Да, это помогает людям помнить вас и ваши интересы. Какими еще советами вы можете поделиться? Следите за событиями по налаживанию связей, чтобы оставаться на связи. Итак, отправляйте дружеское электронное письмо или сообщение. Абсолютно. Это говорит о том, что вы цените созданную связь. Я учту эти советы при следующей возможности налаживания связей. У тебя все получилось, Джон. Налаживайте настоящие связи и блистайте. Спасибо, Анна. Желаем эффективного общения и значимых связей. Ура, Джон! Пусть ваши усилия по налаживанию связей будут плодотворными. Урок 6. Мы могли бы рассмотреть возможность оптовых закупок общих материалов. Отличная идея. Мы могли бы рассмотреть возможность оптовых закупок общих материалов. Это разумный способ сэкономить деньги и ресурсы. Кроме того, это гарантирует, что у нас будет достаточно материалов для всех. Мы можем объединить наши ресурсы и разделить расходы. Это эффективно и удобно для всех участников. Мы должны составить список того, что нам нужно. А затем изучите лучшие предложения для оптовых закупок. Сравнительные покупки могут помочь нам получить наилучшую цену. Давайте также рассмотрим необходимое место для хранения. Правда, нам нужно убедиться, что у нас достаточно места. Возможно, мы сможем выделить общее хранилище. Неплохая идея. Это все упорядочивает. И упрощает доступ к материалам для всех.
Давайте обсудим это с остальными членами группы. И посмотрите, согласны ли они с идеей оптовых закупок. Сотрудничество– ключ к тому, чтобы все заработало. Я рада, что мы думаем о будущем, Анна. Вместе мы сможем расширить наши ресурсы. Конечно, Анна. Вперед к разумному и эффективному управлению ресурсами. Ура, Джон! Давайте воспользуемся нашими общими материалами по максимуму. Урок 7. Южная Америка предлагает широкий выбор. Что касается вариантов размещения, то Южная Америка предлагает широкий выбор вариантов. Это правда от роскошных отелей до недорогих хостелов. Мы также могли бы рассмотреть возможность аренды жилья на время отпуска или гостевых домов. И не забывайте об эколоджах и кемпингах. Замечательно, что есть варианты на любой бюджет и предпочтения. Безусловно, вы можете найти то, что соответствует вашим потребностям. Я слышал, что проживание в местных гостевых домах может подарить уникальный культурный опыт. Да, это возможность погрузиться в местное сообщество. А виды из горных домиков или пляжных курортов могут быть захватывающими. Разнообразные ландшафты Южной Америки предлагают потрясающие условия для проживания. Приятно иметь так много вариантов для изучения. Мы можем адаптировать наше жилье к нашим туристическим целям. Будь то приключения, отдых или культурное погружение. Давайте проведем небольшое исследование, чтобы найти лучшие варианты нашей поездки. Согласна, Анна. Давайте найдем идеальное место для отдыха и оставим незабываемые воспоминания. Приветствуем вас, открывая для себя невероятные варианты размещения в Южной Америке. Урок 8. Я начала регулярно заниматься спортом. Я начала регулярно заниматься спортом. Это просто фантастика. Какие упражнения ты делаешь? Я бегал и занимался тяжелой атлетикой. Это отличная комбинация для общей физической формы. Это определенно повысило мой уровень энергии. Приятно это слышать. Есть ли другие изменения? Я также стал есть больше фруктов и овощей. Это разумный выбор для здорового питания. Я тоже заметила разницу в пищеварении. Употребление питательной пищи может творить чудеса для вашего тела. Абсолютно. Все дело в заботе о себе. Какие еще привычки в отношении здоровья вы переняли? Я уделяю приоритетное внимание сну и достаточному отдыху. Это важно для вашего общего самочувствия. Удивительно, как небольшие изменения могут иметь большое значение. Определенно. Продолжай в том же духе, Джон. Спасибо, Анна, за более здоровый и счастливый образ жизни. Ура вашему здоровью и благополучию, Джон. Урок 9. Что если я сделаю ошибки? Учитесь по ходу дела. Что если я сделаю ошибки? Ошибки– часть учебного процесса, Джон. Но что, если я все испорчу? Не волнуйтесь, ошибки помогают нам расти и совершенствоваться. Боюсь выглядеть глупо. Помните, что все допускают ошибки, даже эксперты. Как преодолеть страх ошибиться? Ориентируйте на рост и будьте добры к себе. Итак, можно ли учиться на неудачах? Абсолютно. Неудачи приводят к ценным урокам.
Думаю, лучше попробовать и потерпеть неудачу, чем не пытаться вообще. В этом дух, Джон. Рискуйте взвешенно. Я это запомню. Учиться значит рисковать. И не забывайте, что мы все здесь для того, чтобы поддерживать друг друга. Спасибо, Анна. Теперь я чувствую себя увереннее. Это у тебя есть, Джон. Ошибки — это ступеньки к успеху. Я ценю твою поддержку, Анна. Давайте отправимся в путешествие. Приветствуем вас, учимся, развиваемся и принимаем свои ошибки. Урок 10. Есть несколько ресторанов и кафе. Да, в терминале есть несколько ресторанов и кафе. Отлично. Тогда мы не останемся голодными. Я слышала, что у них есть множество кухонь на выбор. Это очень интересно. Мне нравится изучать разные вкусы. Мы можем попробовать местные деликатесы или попробовать что-нибудь знакомое. В путешествиях всегда интересно попробовать что-то новое. А если мы поторопимся, мы можем быстро перекусить. Удобство очень важно, особенно при посадке на рейс. Надеюсь, у них тоже есть вегетарианские блюда. Уверен, что так и будет. Вегетарианские блюда становятся все более распространенными. Это облегчение. Приятно учитывать диетические предпочтения. Абсолютно. Это значительно упрощает питание вне дома. Я уже могу себе представить, как я наслаждаюсь трапезой с видом на взлетно-посадочную полосу. Похоже, это незабываемый опыт. Давайте обязательно познакомимся с гастрономической сценой в терминале. Конечно, Джон. Давайте удовлетворим наши вкусовые рецепторы перед взлетом. Вас ждут вкусные блюда в аэропорту и кулинарные приключения. Ура, Джон! Приятного аппетита и безопасных путешествий. Урок 11. Прекрасный день. Привет, сегодня прекрасный день, не так ли? Да, так и есть. Идеальная погода для отдыха на свежем воздухе. Собираетесь за продуктами. Да, мне нужно кое-что забрать. Не забудьте взять с собой свежие фрукты и овощи. Определенно, они есть в моем списке. Планируете приготовить какие-нибудь особые рецепты? Я подумываю приготовить вкусный салат. Звучит освежающе. Есть секретные ингредиенты. Что ж, немного сыра фета всегда добавляет приятности. Вкусно. Можно мне зайти на ужин? Конечно, тебе всегда рады, Джон. Отлично. В завершении трапезы я принесу десерт. Это заботливо с вашей стороны. Жду этого с нетерпением. Я тоже. Увидимся в продуктовом магазине. Увидимся там, Джон. Удачного шопинга. Спасибо, Анна. Хорошего дня. Ты тоже, Джон. Наслаждайся солнцем. Урок 12. Это дает вам ощущение срочности. Это умно. Это дает вам ощущение срочности, верно? Абсолютно. Установление сроков помогает мне сосредоточиться. Удивительно, как небольшое давление может повысить производительность. Сроки создают чувство цели и мотивации. Они помогают нам расставлять приоритеты и эффективно управлять своим временем. Кроме того, соблюдение сроков приносит чувство выполненного долга.
Приятно видеть прогресс и вовремя завершать проекты. Без соблюдения сроков выполнения задач может затянуться и стать непосильной задачей. Согласен. Наличие графика позволяет двигаться вперед. Это также помогает в планировании и координации с другими. Сроки могут быть сложными, но они заставляют нас делать все возможное. Они обеспечивают структуру и обеспечивают нашу ответственность. Итак, давайте уложимся в сроки и воплотим все в жизнь. Конечно, Джон. Давайте установим сроки и достигнем наших целей. Спасибо за продуктивность и соблюдение сроков. Ура, Джон! Сделаем все возможное, чтобы все произошло вовремя. Урок 13 — это область, в которой мы можем улучшить. Это область, которую мы можем улучшить. Согласовано. Мы должны создавать ценный и интересный контент. Как сделать наш контент более ценным? Мы можем предоставить полезную информацию и практические советы. Неплохая идея. Люди ценят действенные советы. Мы также должны учитывать интересы и потребности нашей аудитории. Определенно. Ключевое значение имеет адаптация контента к их предпочтениям. И мы можем сделать его увлекательным, используя визуальные эффекты и рассказывание историй. Добавление визуальных эффектов сделает его более привлекательным и запоминающимся. Мы также можем поощрять взаимодействие и беседу. Это правда. Взаимодействие с нашей аудиторией укрепляет связь. При создании контента давайте сосредоточимся на качестве, а не на количестве. Согласен. Лучше иметь меньше, но эффектных произведений. И мы всегда можем учиться на основе отзывов и адаптироваться. Непрерывное улучшение важно при создании контента. Вместе мы можем создавать контент, который найдет отклик у других. Конечно, Анна. Давайте будем стремиться к ценному и интересному контенту. Спасибо за создание контента, который меняет мир к лучшему. Ура, Анна! Вот вам контент, который информирует и вдохновляет. Урок 14. Сегодня я пришлю вам список потенциальных отелей. Абсолютно. Сегодня я пришлю вам список потенциальных отелей. Звучит великолепно, Джон. Спасибо. Без проблем. Я обязательно включу разные варианты. Было бы полезно иметь диапазон цен. Я учту это и найду доступные варианты. Кроме того, если они находятся недалеко от центра города, это будет удобно. Понимаю. Местоположение – важный фактор. На какие особые удобства нам следует обратить внимание? Давайте отдадим предпочтение бесплатному Wi-Fi и завтраку. Отличная идея. Они необходимы для комфортного проживания. Я проведу небольшое исследование и найду отели с такими удобствами. Я ценю твои усилия, Джон. Еще раз спасибо. Мне очень приятно. Я хочу убедиться, что вы отлично проведете путешествие. Я с нетерпением жду вариантов, которые вы найдете. Я пришлю вам список позже сегодня. Следите за новостями. Звучит неплохо, Джон. Мне не терпится это проверить. Хорошо, Анна. Я скоро свяжусь с вами. Еще раз спасибо, Джон. Хорошего дня. Ты тоже, Анна. Береги себя и скоро поговори с тобой. Урок 15. Я обязательно проверю отзывы, прежде чем принимать решение. В этой идее есть смысл.
Я обязательно проверю отзывы, прежде чем принимать решение. Хорошая мысль, Джон. Отзывы могут дать нам ценную информацию. Очень важно услышать мнение людей, которые там останавливались. Мы можем узнать о качестве обслуживания и чистоте. Именно так. Мы хотим обеспечить вам приятные впечатления. Также полезно узнать, есть ли общие жалобы. Таким образом, мы можем быть в курсе любых потенциальных проблем. Я доверяю опыту попутчиков. Онлайн-обзоры могут стать отличным источником информации. Давайте примем к сведению как положительные, так и отрицательные отзывы. Согласовано. Мы рассмотрим все аспекты перед принятием решения. Хорошо осознанный выбор обнадеживает. Я соберу для нас всю необходимую информацию. Спасибо, Джон. Мы ценим вашу тщательность. Мне очень приятно, Анна. Я хочу, чтобы мы отлично провели время. Мы хорошая команда, которая всегда заботится друг о друге. Конечно, Анна. Вместе мы найдем идеальное место. Спасибо за тщательные исследования и обоснованные решения. Ура, Анна! Впереди фантастическое путешествие. Не могу дождаться. Сделаем это незабываемым, Джон. Урок 16. Настало время сосредоточиться на сохранении нашей планеты. Настало время сосредоточиться на сохранении нашей планеты. Не могу не согласиться. Что нам делать? Мы можем начать с сокращения выбросов углекислого газа. Это означает меньшее потребление энергии и экономию ресурсов. Именно так. Мы также можем способствовать переработке и повторному использованию. И давайте поддержим устойчивые методы и возобновляемые источники энергии. Посадка деревьев и защита естественной среды обитания также жизненно важны. Мы должны распространять информацию и обучать других. Абсолютно. Небольшие действия могут иметь большое значение. Важно думать о долгосрочной перспективе и уделять приоритетное внимание устойчивому развитию. Вместе мы можем создать более зеленый и здоровый мир. Я рада, что мы пришли к единому мнению, Джон. Я тоже, Анна. Давайте станем распорядителями нашей планеты. Да здравствует устойчивое будущее для будущих поколений. Ура, Анна! За сохранение и защиту нашей планеты. Давай окажем положительное влияние, Джон. Мы можем это сделать. Урок 17. Что нам теперь делать? Знаю, это так неприятно. Что нам теперь делать? Давайте сделаем шаг назад и оценим ситуацию. Мы должны определить коренную причину проблемы. Как только мы это узнаем, мы сможем провести мозговой штурм решений. Важно сохранять спокойствие и мыслить рационально. При необходимости мы также можем обратиться за советом или помощью. Сотрудничество может помочь нам найти решение. Давайте разберем проблему на более мелкие части. Таким образом, будет легче решать каждый аспект. И давайте не будем забывать сохранять позитивный настрой и настойчивость. Мы можем извлечь уроки из этого опыта и стать сильнее. Вместе мы найдем способ преодолеть это препятствие. Я верю в нашу способность найти решение. Я тоже, Джон. Мы разберемся шаг за шагом. Приветствую вас в решении проблем и поиске решений. Ура, Джон!
В этом наша решимость и стойкость. Давай решим эту проблему в лоб, Анна. Мы справимся. Урок 18. Есть ли у вас органические напитки? Я куплю орехи и сухофрукты. У вас есть органические напитки? К сожалению, на данный момент у меня нет органических напитков. Не беспокойтесь. Мы можем найти их в продуктовом магазине. Похоже на план. Давайте обязательно проверим этикетки. Абсолютно. Мы хотим выбрать более здоровые варианты. Органические напитки – лучший выбор для нашего благополучия. Кроме того, они также лучше для окружающей среды. Я добавлю его в список покупок. Спасибо, что напомнили. Добро пожаловать. Всегда полезно помнить о своем выборе. Определенно. Небольшие изменения могут привести к более здоровому образу жизни. И приятно иметь под рукой питательные закуски. Согласен. Орехи и сухофрукты – сытная закуска. Хорошо, давайте пойдем в магазин и купим то, что нам нужно. Похоже на план, Джон. Пойдем. Я с нетерпением жду возможности перекусить с тобой, Анна. Я тоже, Джон. Давайте сделаем разумный и вкусный выбор. Желаю крепкого здоровья и приятных закусок. Ура, Джон! Вперед экологически чистые напитки и питательные закуски. Сделаем этот день вкусным и сытным, Анна. Урок 19. Анна, вы посещаете уроки рисования. Анна, вы посещаете уроки рисования? Нет, я самоучка. Я просто рисую для удовольствия. Это впечатляет. У тебя природный талант. Спасибо, Джон. Это хобби, которое мне нравится. Рассматривали ли вы возможность посещать официальные уроки? Я думала об этом, но предпочитаю свободно исследовать окрестности самостоятельно. В этом есть смысл. Прекрасно иметь свободу творчества. Кроме того, я нахожу радость в процессе самовыражения. Искусство — прекрасный способ выразить себя. Абсолютно. Для меня это тоже форма релаксации. Это просто фантастика. Продолжайте развивать свою страсть. Я так и сделаю, Джон. Это приносит мне счастье и удовлетворение. Я восхищаюсь твоей преданностью своему ремеслу. Спасибо, Джон. Для меня это очень много значит. Да здравствует творчество и удовольствие от того, что мы любим. Ура, Джон. Приходите к рисованию ради удовольствия и самовыражения. Дайте волю своему воображению, Анна. Счастливой живописи. Урок 20. Как нам это проанализировать? Отличная идея. Как только мы получим данные, как их проанализировать? Мы можем начать с организации данных по категориям. Категоризация упростит выявление закономерностей. Затем мы можем использовать диаграммы или графики для визуализации данных. Визуальные представления помогают нам быстро выявлять тенденции. Мы также должны рассчитать ключевые показатели и статистику. Таким образом, мы сможем получить более глубокое представление о цифрах. Мы можем сравнивать данные по времени или по разным группам. Сравнение позволит получить более широкую перспективу. И давайте не будем забывать искать отклонения или аномалии. Они также могут дать нам ценную информацию.
Нам следует задокументировать наш процесс анализа для использования в будущем. Хорошее замечание. Важно иметь четкую методологию. И давайте вместе обсудим наши результаты. Командная работа и разные точки зрения могут улучшить анализ. Мне не терпится погрузиться в данные и получить ценную информацию. Я тоже, Анна. Давайте воспользуемся этой информацией по максимуму. Да здравствует тщательный анализ и значимые открытия. Ура, Анна! Давайте извлекаем знания из данных. Давайте проанализируем с точностью и любопытством, Джон. Урок 21. На чем, по вашему мнению, нам следует сосредоточиться? Когда дело доходит до цифровой рекламы, на чем, по-вашему, нам следует сосредоточиться, Анна? Давайте начнем с определения целевой аудитории. Знание аудитории поможет нам адаптировать наше послание. Нам также следует учитывать платформы, которые они часто посещают. Таким образом, мы сможем эффективно связаться с ними. Создание привлекательного и визуально привлекательного контента имеет решающее значение. Привлекательный контент может привлечь внимание в цифровом пространстве. Нам также следует оптимизировать рекламу для мобильных устройств. Использование мобильных устройств растет, поэтому важно быть дружелюбным к мобильным устройствам. Отслеживание и анализ данных для оценки успеха нашей компании очень важны. Аналитика, основанная на данных, поможет нам принимать обоснованные решения. Давайте будем в курсе последних тенденций цифрового маркетинга. Следить за тенденциями поможет нам опережать конкурентов. И не забывайте о силе рекламы в социальных сетях. Платформы социальных сетей предоставляют широкие возможности для охвата нашей аудитории. Вместе мы создадим надежную стратегию цифровой рекламы. Уверен, что наш подход даст положительные результаты. Да здравствует эффективная цифровая реклама и достижение наших целей. Ура, Анна! Вперед к успешному путешествию по цифровому маркетингу. Давай внесем свой вклад в цифровой мир, Джон. Урок 22. Рейс задержан на час. А нет, рейс задержан на час. Это прискорбно. Да, нам нужно подождать. Ну, по крайней мере, теперь у нас есть дополнительное время. Правда, мы можем выпить кофе и расслабиться. Или, может быть, загляните в магазины в аэропорту. Это может быть хорошим способом скоротать время. Давайте воспользуемся этой неожиданной задержкой по максимуму. Безусловно, важно сохранять позитивный настрой. И кто знает, возможно, задержка приведет к интересным разговорам с другими пассажирами. Это правда, это шанс познакомиться с новыми людьми. Мы сделаем все возможное из этой ситуации, Анна. Конечно, Джон. Наше путешествие продолжится чуть позже запланированного срока. Терпение — это добродетель, и у нас его много. В этом дух, Джон. Давайте возьмемся за ожидание и насладимся путешествием. Постараемся извлечь максимум пользы из неожиданных задержек. Урок 23. Мне тоже нравится местный рынок. А мне тоже нравится местный рынок. У них такие качественные фрукты и овощи. Согласен, Джон. Свежесть непревзойденная. Всегда приятно поддерживать местных фермеров. А разнообразие продуктов просто потрясающее. Мне нравится изучать разные виды фруктов и овощей. Это отличный способ открыть для себя новые вкусы. Кроме того, цены обычно разумные.
Это правда. От этой ситуации выигрывают все. Покупки на местном рынке также кажутся более индивидуальными. Абсолютно. Вы можете взаимодействовать с поставщиками. И они часто дают полезные советы по приготовлению пищи. Это также прекрасный общественный опыт. Я всегда ухожу с рынка довольным. Я тоже, Джон. Это самое яркое событие моей недели. Ура местному рынку и свежим вкусным продуктам. Ура, Джон. Поддержим местных фермеров и обеспечим здоровое питание. Давай насладимся ароматами и насладимся добротой, Анна. Урок 24. Во сколько идет посадка? Прямо за углом. Это удобно. Во сколько идет посадка? Посадка в 14 часов 30 минут. У нас достаточно времени. Идеально. Мы можем быстро перекусить перед посадкой. Я жажду картошки фри. Как насчет тебя? Картофель фри звучит хорошо. Давайте найдем место поблизости. Прямо по улице есть бургерная. Отлично. Давайте отправимся туда и удовлетворим наше желание. Надеюсь, у них есть хрустящая золотистая картошка. Уверена, что да. Они известны своей картошкой фри. Я уже чувствую вкус этого деликатеса. От одной мысли об этом я проголодаюсь. Давайте сделаем из него вкусное угощение перед полетом. Согласовано. Картофель фри и хорошая компания – идеальное сочетание. Желаю вам удовлетворить наше желание и насладиться моментом. Ура, Анна! Впереди вкусная картошка фри и отличные приключения. Давай насладимся каждым кусочком, Джон. Урок 25. Вы когда-нибудь путешествовали в одиночку? Эй, вы когда-нибудь путешествовали в одиночку? На самом деле у меня есть. Это был захватывающий опыт. Звучит потрясающе. Куда ты пошел? Я отправился в поход по Юго-Восточной Азии. Ух ты, наверное, это было настоящее приключение. Так и было. По пути я встретил так много интересных людей. Вы чувствовали себя в безопасности, путешествуя в одиночку? Да, я приняла меры предосторожности и доверилась своим инстинктам. Это важно. Как вы справились с трудностями? Это научило меня быть изобретательным и способным адаптироваться. Я восхищаюсь твоей смелостью исследовать мир самостоятельно. Спасибо, Джон. Это было путешествие к самопознанию. Могу себе представить, какие воспоминания вы оставили. Это опыт, которым я буду дорожить вечно. Поздравляем вас с путешествиями в одиночку и открытием новых горизонтов. Ура, Джон. Давайте выйдем из зоны комфорта. Давайте продолжим искать приключения и расширять наши перспективы. Конечно, Джон. Там нас ждут приключения.